Часть 1. Аромат грядущего налета. Глава 1. Ультиматум в белых лепестках. В пятницу, 16 октября 1964 года, над Ниццей стояла та безупречная, хрустальная осень, ради которой на Лазурный берег съезжалась вся европейская аристократия. Солнце еще последнему пригревало гранитные парапеты променада де Сангле, но легкий бриз с Лигурийского моря уже нес в себе прохладу Альп. Французская ривьера жила своей размеренной, сонной жизнью. В кафе звенели ложечки о фарфор, а на дорогах шуршали шинами дорогие «Ситроены» и «Ягуары». В 10 часов утра управляющий центральным отделением банка Кредиленная Жан-Поль Руссо сидел в своем просторном кабинете, отделанном панелями из мореного дуба. Перед ним дымилась чашка крепкого эспрессо, а в окно заглядывали верхушки пальм. Руссо был человеком старой закалки, педантичным, скучным и безгранично уверенным в безопасности своего заведения. За его спиной располагалась новейшая стальная дверь сейфа толщиной в 30 сантиметров, а в зале дежурили двое бывших жандармов. Раздался короткий стук, и в кабинет вошла секретарша, неся в руках нечто совершенно неожиданное. Это была изящная прямоугольная коробка из дорогой крафтовой бумаги, перевязанная шелковой лентой. «Жан-Поль, это принес курьер из цветочной лавки на Рю-де-Франс», — удивленно произнесла девушка. «Сказал, что это лично вам. Без обратного адреса». Руссо нахмурился. Он не ждал подарков от клиентов, а его супруга сейчас находилась на водах Виши. Сорвав ленту, он открыл коробку. Внутри, на подложке из влажного зеленого мха, покоилась роскошная, крупная орхидея ослепительно-белого цвета. Ее лепестки казались фарфоровыми, а из сердцевины исходил тонкий, едва уловимый сладковатый аромат. Но внимание управляющего привлек не сам цветок. К стеблю маленькой золотой булавкой была приколота карточка из плотной, дорогой бумаги с тиснением. Руссо взял ее в руки. На ней безупречным, каллиграфическим почерком, явно принадлежащим утонченной женщине, было написано: «Уважаемый месье Руссо, простите за вынужденное беспокойство и возможные неудобства. Я буду в вашем кабинете ровно в 14 часов 15 минут. Пожалуйста, распорядитесь, чтобы ключи от главного сейфа были у вас на столе, а персонал оставался на своих местах. Излишняя суета портит цвет лица. С уважением, А». Управляющий несколько секунд тупо смотрел на текст. Затем на его лице появилась снисходительная, даже брезгливая улыбка. «Очередная сумасшедшая с Монмартра», — проворчал он, бросая карточку на стол. «Или чья-то глупая шутка. Жанна, выбросьте этот сорняк и вернитесь к отчетам. В 2 часа дня у меня встреча с аудиторами». Он и помыслить не мог, что эта белая орхидея была не шуткой, а смертным приговором его безупречной репутации. До самого дерзкого ограбления в истории Ниццы оставалось 4 часа. Глава 2. Налет со вкусом Шанель. Ровно в 14 часов 14 минут к гранитному бордюру у входа в Кредиленная бесшумно подкатил элегантный, начищенный до зеркального блеска темно-синий купе Форсилвега, культовый автомобиль французской элиты тех лет. Из машины вышла женщина. С первого взгляда в ней можно было узнать уроженку 6-го округа Парижа, где воздух пропитан деньгами и вековыми традициями. На ней был безупречно скроенный приталенный твидовый костюм от Шанель благородного песочного цвета. На руках белоснежные лайковые перчатки, на голове небольшая фетровая шляпка-таблетка с легкой черной вуалью, которая кокетливо прикрывала верхнюю часть лица.
На шее женщины в 2 ряда лежало массивное ожерелье из натурального морского жемчуга. Она шла уверенным, легким шагом, едва слышно стуча каблуками по мраморным ступеням банка. В правой руке она держала крошечную, изящную сумочку из крокодиловой кожи с золотым замком. За ней, на некотором отдалении, шли 2 мужчин в серых плащах и низко надвинутых фетровых шляпах. Они выглядели как обычные клерки или юристы, сопровождающие богатую клиентку. В зале банка было тихо. Несколько посетителей заполняли бланки у стоек, кассир за стеклом лениво пересчитывал пачки франков. Охранник у дверей вежливо поклонился респектабельной даме. «Добрый день, мадам. Чем могу помочь?» Благодарю вас, голубчик. Мне нужен месье Руссо. Он меня ждет», — прозвучал под вуалью удивительно мягкий, бархатный и утонченный голос. Не дожидаясь ответа, дама уверенно прошла мимо опешившего стража порядка и толкнула массивную дверь кабинета управляющего. Мужчины в плащах скользнули за ней. Один из них легким, профессиональным движением запер дверь на задвижку и опустил тяжелую штору на внутреннее окно, выходящее в зал. Жан-Поль Руссо поднял глаза от бумаг, готовый разразиться гневной тирадой в адрес бесцеремонных визитеров. «Мадам, я занят». «Как вы?» Ровно 14 часов и 15 минут, месье Руссо, мягко перебила его женщина, бросив мимолетный взгляд на золотые часики на своем запястье. «Я ведь просила вас не суетиться». Она плавным, почти грациозным движением открыла золотой замок своей крокодиловой сумочки. Но вместо чековой книжки или пудреницы ее тонкие пальцы в белой перчатке извлекли оттуда тяжелый, вороненый пистолет «Браунинг» 7-й модели. Оружие смотрело прямо в переносицу управляющего. В ту же секунду 2 спутников дамы распахнули свои плащи. В их руках оказались короткие, хищные пистолеты-пулеметы МЭТ-49. «Джентльмены, будьте любезны, без глупостей», — произнесла Орхидея, и в ее голосе, несмотря на всю его мягкость, прорежались ледяные, стальные нотки. «Руки можно не поднимать, месье Руссо. Это уродливо выглядит и портит осанку. Просто положите ключи от сейфа на сукно стола. Прямо сейчас». Руссо почувствовал, как во рту моментально пересохло, а сердце забилось где-то в районе горла. Он посмотрел на белую орхидею, которую секретарша так и не выбросила, оставив на краю комода. Цветок словно издевательски улыбался ему. «Вы с ума сошли», — пролепетал управляющий, судорожно вытаскивая из кармана жилета связку ключей на длинной цепочке. «Вас же поймают». Знак. Сигнализация. Сигнализация на боковой двери отключена ровно 3 минуты назад вашим главным техником, который очень удачно проиграл крупную сумму в казино Монте-Карло, спокойно ответила дама, забирая ключи левой рукой. А провод телефонной связи перерезан в подвале. У нас есть ровно 4 минуты и 20 секунд до того момента, как центральный пост заметит отсутствие сигнала контроля. Шарль, Жан, за работу. Один из мужчин мгновенно бросился к стальной двери сейфа, а второй остался у входа, держа под прицелом дверь в зал. Дама в Шанель осталась стоять напротив Руссо. Ее пистолет не дрожал ни на миллиметр. Она вела себя так, словно принимала гостей на светском рауте, а не грабила один из крупнейших банков побережья. Спустя 3 минуты Шарль вернулся из хранилища, неся 2 объемистых брезентовых мешка, туго набитых пачками 100-франковых купюр и золотыми слитками. «Капитан, здесь около 2 миллионов». «Мы закончили», — хрипло произнес он. «Прекрасно», — кивнула женщина.
Она посмотрела на бледного, дрожащего Руссо, который казался уменьшившимся в размерах в своем кожаном кресле. «Месье Руссо, еще раз прошу прощения за этот визит. Орхидею можете оставить себе, это прекрасный сорт, он требует полива раз в 3 дня. И ради бога, смените галстук. Этот бордовый цвет вам совершенно не идет». Она сделала легкий, почти театральный реверанс, спрятала браунинг обратно в сумочку из крокодиловой кожи и повернулась к выходу. Через 15 секунд синий Форсилвега с визгом резины сорвался с места и растворился в потоке машин на английской набережной. Парижская полиция и Sûreté Nationale еще не знали, что неуловимая орхидея нанесла свой 6-й, самый сокрушительный удар. Глава 3. Маска приличия, идеальная мадам Саразен. Пока на улицах Ниццы выли сирены полицейских машин, а комиссары Sûreté в ярости стучали кулаками по столам, в 700 километрах к северу, в тихом и респектабельном пригороде Парижа, Сентября-Жермин-Анле, царил абсолютный покой. Здесь пахло дорогой выпечкой, подстриженными газонами и вековым, незыблемым буржуазным благополучием. Закованной оградой роскошного двухэтажного особняка, утопающего в зелени плюща, сидела женщина. Ее звали Альбертина Саразен. Ей было 35 лет. У нее были мягкие, правильные черты лица, каштановые волосы, уложенные в безупречную прическу бабетта, и добрые, лучистые глаза любящей матери и покорной жены. На ней был простой, но элегантный домашний халат из тяжелого шелка. Она сидела на залитой солнцем террасе, неторопливо разливая чай из серебряного чайника в тончайшие фарфоровые чашки лиможского производства. Напротив нее сидел ее муж, месье Анри Саразен, один из самых успешных и уважаемых адвокатов Парижа, услугами которого пользовались сенаторы, крупные промышленники и даже чиновники из Министерства юстиции. Анри был статным, сидеющим мужчиной с гордой осанкой, который обожал свою молодую жену и считал ее главным сокровищем своей жизни. «Дорогая, этот пирог с инжиром просто великолепен», — улыбнулся Анри, делая глоток чая и разворачивая свежий номер «Ле Монт». «Ума не приложу, как ты все успеваешь. И дом в идеальном порядке, и дети устроены в лучшую частную школу, и на благотворительном вечере в пользу сирот ты вчера была просто неотразима. Графиня де Понтье до сих пор в восторге от твоих манер». Альбертина скромно опустила глаза, и на ее щеках появился легкий, очаровательный румянец. Анри, ты преувеличиваешь», — мягко ответила она, поправляя жемчужную сережку в ухе. «Забота о семье — это долг каждой порядочной женщины. Мое единственное счастье — видеть, что ты и дети ни в чем не нуждаетесь. Когда ты счастлив, счастлива и я». Анри с нежностью посмотрел на супругу. Для него, как и для всех соседей Сентября-Жермин, мадам Саразен была образцом католической добродетели, идеалом французской буржуазной женщины, чьи интересы не простирались дальше кулинарных рецептов, воспитания сына и дочери и воскресных визитов в церковь. «Да, кстати», — Анри нахмурился, глядя в газету. «Опять эта чертова орхидея». «Слышала. Сегодня в полдень эта банда совершила налет на банк в Ницце. Унесли 2 миллиона франков. Наглый, циничный вызов всему обществу. Газеты пишут, что этот неуловимый мерзавец, а полиция уверена, что бандой руководит какой-то беглый офицер из Алжира или марсельский мафиози, снова оставил цветок на месте преступления. Куда катится Франция? Полиция совершенно бессильна перед этими варварами». Альбертина сочувственно вздохнула и покачала головой. На ее лице отразилась глубокая, искренняя печаль. «Какой ужас, Анри! Настоящее безумие!
Как подумаю, что эти вооруженные люди ходят по тем же улицам, где гуляют наши дети. У меня просто сердце кровью обливается. Надеюсь, этого ужасного человека скоро поймают и упрячут за решетку до конца дней. Не сомневайся, дорогая, Анри поцеловал ее руку. Сюрте подняла на ноги лучших ищеек. Ладно, мне пора в контору, сегодня тяжелый процесс в Верховном суде. Буду поздно. Не скучай без меня. Удачи на процессе, дорогой. Я приготовлю к твоему возвращению утку в апельсиновом соусе, нежно улыбнулась Альбертина, провожая мужа до машины. Она стояла у ворот, махая рукой уезжающему Ситроену, Анри, пока тот не скрылся за поворотом. Как только звук двигателя затих, улыбка идеальной мадам Саразен медленно, как смываемый грим, исчезла с ее лица. Глаза, только что лучившиеся теплом, стали холодными, расчетливыми и пугающе глубокими. Она вернулась в дом, заперла входную дверь на тяжелый засов и поднялась на второй этаж, в свою личную спальню. В углу комнаты стоял изящный дамский секретер Людовика XV, украшенный инкрустацией. Альбертина достала из-за корсажа крошечный ключик, который всегда носила на цепочке вместе с нательным крестиком. Она повернула ключ в потайной скважине на боковой панели секретера. С тихим щелчком задняя стенка шкафчика отошла в сторону, открывая глубокую, скрытую от посторонних глаз нишу. Там не было шелковых ниток или писем от подруг. Там, в полумраке тайника, тускло поблескивал вороненый ствол пистолета «Браунинг», того самого, который еще 3 часа назад смотрел в лицо управляющего банком в Ницце. Рядом лежали пачки новеньких 100-франковых купюр, перевязанные банковскими лентами кределенные, и тяжелый, матовый слиток золота. Альбертина Саразен, образцовая домохозяйка и хранительница семейного очага, бережно положила пистолет на место, закрыла тайник и села в кресло, глядя в окно. В ее голове уже выстраивались математические формулы для следующего, 7-го налета. Карта дорог Леона, расписание смен инкассаторов и время работы местного цветочного магазина. Пьеса должна была продолжаться. Часть 2. Анатомия обмана и бессилие комиссара. Глава 4. Законы капитана. В неприметном, полузаброшенном ангаре на окраине Марселя пахло сыростью, машинным маслом и дешевым табаком «Жетан». За грубым деревянным столом, освещенным единственной голой лампочкой, сидели двое. Первый — Шарль по кличке Профессор, высокий, худощавый мужчина с нервным тиком и бледным лицом бывшего фальшивомонетчика. Второй — Жан, немец, массивный, угрюмый громила со сломанным носом, прошедший через горнило уличных драк и 3 тюремных срока. Эти двое знали все о подпольном мире Франции. Они умели вскрывать замки, уходить от погонь и молчать на допросах. Но сейчас оба они сидели смирно, почти не дыша, и преданно смотрели на торца стола. Там, на простом табурете, сидела Альбертина Саразен. На ней были мужские рабочие брюки, свободная кожаная куртка, а волосы были спрятаны под глубокую кепку. На столе перед ней лежала масштабная карта Леона, расчерченная цветными карандашами, 3 хронометра и логарифмическая линейка. «Итак, мальчики», — тихо произнесла Альбертина, не поднимая глаз от карты. Ее голос больше не был бархатным голосом светской дамы, теперь в нем звенел сухой, командный металл. Налет в Ницце прошел удовлетворительно. Но Жан опоздал с блокировкой телефона на 4 секунды. 4 секунды, Жан. В следующий раз эти секунды превратятся в 4 года строгого режима. Вы меня поняли?
Громила Жан, который мог одним ударом свалить быка, виновато опустил голову и пробормотал: «Извини, капитан». Инструмент соскользнул. Больше не повторится. Они называли ее капитаном. Когда 2 года назад эта хрупкая женщина из хорошей семьи впервые вышла на контакт с марсельским подпольем через одного должника своего мужа-адвоката, бандиты лишь посмеялись. Они думали, что богатая дамочка ищет острых ощущений. Но Альбертина быстро показала, кто здесь хищник. Она не просто давала им наводки. Она давала им безупречную математическую систему. Альбертина обладала феноменальным аналитическим складом ума. Прежде чем пойти на дело, она лично, под видом богатой покупательницы недвижимости или инвестора, посещала целевой банк. Она замеряла шагами расстояние от входа до сейфа, высчитывала трафик на дорогах в разное время суток, узнавала привычки управляющих и расписание патрулей жандармерии. «Зачем мы оставляем эти проклятые орхидеи, капитан?» — нервно спросил Шарль, закуривая сигарету. «Полиция уже копает под цветочные лавки. Это слишком опасно». Альбертина наконец подняла голову, и ее серые глаза блеснули в полумраке ангара. «Потому что вы налетчики, Шарль, а я — психолог. Мужчины в Сюрте Националь мыслят шаблонами. Когда управляющий банка получает орхидею и ультиматум, его мозг парализован. Он не думает о инструкции. Он ждет мифического, эксцентричного врага, джентльмена-грабителя. А когда в банк вхожу я, они видят Шанель, видят жемчуг и безупречные манеры. Их подсознание отказывается верить, что перед ними опасность, пока ствол Браунинга не упрется им в подбородок. Этот цветок — наша лучшая броня. Он дает нам те самые 3 минуты форы, которые не купишь ни за какие деньги. Она резко ударила ладонью по карте Леона. Следующее дело — через 2 недели. Банк СРСАРТ-Генерали на площади Белькур. Добыча — инкассаторское золото из Швейцарии. Шарль, твоя задача — достать серый Peugeot 404 с фальшивыми номерами департамента Рона. Жан, ты отвечаешь за хронометраж отхода через переулки. Работаем строго по моим часам. Вопросы? Мужчины молча покачали головами. В этом подвале домохозяйка из Парижа была для них абсолютным божеством, непререкаемым лидером, чье слово имело силу закона. Глава 5. Охота на невидимку. В главном управлении Сюрте Националь на Рю-де-Соссе в Париже стоял такой густой дым от сигарет «Галуаз», что казалось, будто в кабинете развели костер. Комиссар Марис Леблан, легенда французского сыска, человек, поймавший десятки опаснейших рецидивистов, в ярости расхаживал мимо огромной доски объявлений. На доске были приколоты фотографии 6 ограбленных банков, карты дорог юга Франции и несколько пожелтевших газетных вырезок с одним и тем же заголовком «Кто вы, мадам Орхидея?». Это плевок в лицо всей парижской полиции. Рявкнул Леблан, швыряя на стол папку с делом из Ниццы. 6 налтёов за 2 года. Ни одной зацепки, ни одного отпечатка пальцев, ни одного внятного фоторобота. Что у нас есть, инспектор? Рассказывайте, да живее. Молодой, испуганный инспектор Дюпон торопливо заглянул в свои записи. «Месье комиссар, свидетели по-прежнему путаются в показаниях. Кассиры и управляющие в один голос утверждают, что бандой руководит невероятно галантный мужчина с утонченным, почти женственным голосом, одетый по последней моде. Они уверены, что это какой-то обнищавший аристократ или актер-неудачник. Некоторые заявляют, что видели под вуалью накладные усы.
Леблан горько усмехнулся, потирая воспаленные от бессонницы глаза. Аристократ. Актер. Чушь. Этот актер считает быстрее, чем наш штатный счетный отдел. Вы посмотрите на тайминг налетов. Они заходят в банк ровно в тот момент, когда на улице меняется патруль, и уходят за 40 секунд до того, как перекрывают мосты. Это военная точность. Я ищу человека с железными нервами. Возможно, бывшего офицера иностранного легиона, который сошел с ума на войне в Алжире и теперь развлекается, играя с нами в прятки. Комиссар подошел к столу, на котором в прозрачном пластиковом пакете лежал вещественное доказательство, увядший лепесток той самой белой орхидеи из Ниццы. Проверьте все элитные оранжереи от Парижа до Марселя. Этот сорт ангрикум полуторафутовый, редкая мадагаскарская орхидея. Ее не купишь в обычном киоске у вокзала. Тот, кто покупает эти цветы, должен иметь кучу денег и вращаться в высшем обществе. Ищите мужчину, который тратит тысячи франков на экзотические растения, часто бывает на ривьере и разбирается в швейцарских часах. Будет сделано, месье комиссар. Козырнул Дюпон и выскочил из кабинета. Леблан подошел к окну, глядя на дождливые парижские крыши. Он был опытным псом и чувствовал, что враг где-то рядом. Но его мужской, шовинистический мозг эпохи де Голля даже близко не мог допустить мысли, что гениальный офицер-стратег, которого он так неистово искал, в этот самый момент выбирает в бакалейной лавке сентября Жермен свежий тимьян для ужина своего обожаемого мужа. Глава 6. Обед с врагом. В субботу вечером особняк Саразенов сиял огнями. Адвокат Анри Саразен принимал у себя почетного гостя, своего старинного друга по юридическому факультету Сорбонны, которым оказался никто иной, как комиссар Марис Леблан. В столовой, освещенной мягким светом хрустальной люстры, пахло запеченной уткой, розмарином и старым бургундским вином. Альбертина, одетая в скромное, но элегантное темно-синее платье, с тихой, кроткой улыбкой порхала вокруг стола, подкладывая гостю лучшие кусочки. «А, мадам Саразен, ваша утка — это истинный шедевр французской кулинарии», — восхищенно произнес Леблан, прожевав кусочек и пригубив вино. «Анри, дорогой мой, тебе невероятно повезло. Найти в наше время женщину, сочетающую в себе такую редкую красоту, скромность и кулинарный гений — это чудо». Анри с гордостью обнял жену за талию. «Знаю, Марис, знаю. Альбертина — мой ангел-хранитель. Без нее я бы давно сошел с ума от этих бесконечных судебных тяжб. Кстати, как твои дела в Сюрте? Вид у тебя, признаться, довольно изможденный. Все еще ловишь своего призрака с цветами?» Леблан тяжело вздохнул и поставил бокал на скатерть. На его лице отразилась глубокая, профессиональная обида. «Не сыпь мне соль на рану, Анри. Эта орхидея выпила из меня всю кровь. 2 дня назад этот мерзавец прислал мне в управление коробку с увядшей розой и запиской: «Вам не идет этот галстук, комиссар». Представляешь, какая дерзость. Он издевается надо мной. Он знает каждый мой шаг». Альбертина, которая в этот момент наливала Леблану соус из серебряного соусника, ни на миллиметр не дрогнула рукой. Ее лицо выражало лишь крайнюю степень искреннего женского сочувствия. «Боже мой, месье Леблан, это просто ужасно», — тихо проговорила она, качая каштановой головой. «Какое кощунство и неуважение к закону. Как этот бандит вообще узнал, какой галстук на вас надет? Наверное, у него есть шпионы среди ваших сотрудников?»
Леблан удивленно посмотрел на хозяйку дома, пораженный ее проницательностью. «А ведь вы правы, мадам Альбертина. Я тоже об этом думал. У этого дьявола явно есть информатор в министерстве. Его планы слишком безупречны. Но ничего, пусть этот павлин радуется своим миллионам, пока может. Рано или поздно он совершит ошибку. Все они спотыкаются на тщеславии. Жадность губит даже самых умных мужчин. Вы абсолютно правы, месье комиссар. Мужская жадность — страшная вещь, мягко согласилась Альбертина, пронзая Леблана своим кротким, ангельским взглядом. «Анри, дорогой, передай месье Леблану еще немного сыра. Нам нужно как следует накормить нашего доблестного защитника порядка, ведь у него впереди так много работы». Она повернулась спиной к мужчинам, направляясь на кухню за десертом, и на ее губах на долю секунды появилась едва заметная, холодная улыбка Джоконды. Комиссар Сюрте Националь сидел за ее столом, пил ее вино и даже не подозревал, что павлин, которого он поклялся уничтожить, только что положил ему на тарелку лучшую часть утки. Часть 3. Роковой просчет и падение вуали. Глава 7. Трещина в монолите. Леон встретил Альбертину проливным дождем. Вода заливала лобовое стекло серого Peugeot 404, припаркованного на тихой улице в 2 кварталах от площади Белькур. Альбертина сидела за рулем, мерно постукивая тонкими пальцами по кожаной оплетке. Часы на приборной панели показывали 13 часов 50 минут. До налета на СРС-Генерале оставалось ровно 25 минут. На заднем сиденье было тесно и душно. Жан, немец, нервно проверял затвор своего автомата, а Шарль, профессор, то и дело протирал запотевшие очки. Но в машине был и третий пассажир, Пьер по кличке Мясник. Настоящий марсельский громила с тяжелым взглядом и шрамом через всю щеку, которого Жан взял в качестве дополнительной силы для переноски тяжелых мешков с золотом. Пьер всю дорогу угрюмо молчал, но сейчас его терпение, похоже, лопнуло. Он шумно выдохнул, пустив струю едкого дыма прямо в зеркало заднего вида, где отражались холодные глаза Альбертины. «Слушай, мадам», — хрипло процедил Пьер, подавшись вперед. «Мы уже полчаса тут торчим, как идиоты. Дождь льет стеной, копы могут обратить внимание на стоящую тачку. Может, кончим эту клоунаду с часами и цветочками? Зайдем, припугнем кассиров, заберем швейцарское золото и сделаем ноги, пока живы?» Альбертина даже не повернула головы. Ее голос прозвучал тихо, но в нем было столько леденящего презрения, что Шарль на заднем сиденье невольно сжался. «Пьер, если вы еще раз откроете свой рот без моей команды, вы выйдете из этой машины прямо под колеса проезжающего грузовика. И без своей доли. Вы здесь потому, что умеете поднимать тяжести, а не потому, что умеете думать. Налет начнется ровно в 14 часов 15 минут. В это время инкассаторы сдадут накладные, а патрульный жандарм зайдет в кофейню напротив, чтобы переждать ливень. Вы будете действовать секунда в секунду по моему графику, или я лично оставлю вас гнить в лионской тюрьме. Вопросы?» Мясник сжал зубы так, что на его скулах заиграли желваки. Он промолчал, но в его глазах вспыхнула дикая, первобытная ярость. Мужское тщеславие матерого уголовника было глубоко уязвлено. Ему, человеку, который держал в страхе половину портовых кабаков Марселя, указывало, что делать, какая-то парижская фифа в шелковом шарфе, которая после каждого дела спешит домой варить суп муженьку. В этот момент в монолите банды «Орхидеи» образовалась первая, самая глубокая трещина.
Глава 8. Звонок из автомата. Налет на СРС-Генерале прошел безупречно, как и все предыдущие. Белая орхидея на столе управляющего, Шанель, ледяной блеск Браунинга и 3 миллиона франков в золотых слитках, исчезнувшие за 3,5 минуты. Полиция Лиона прибыла тогда, когда серый «Пежо» уже менял номер в заранее подготовленном гараже на окраине. Вечером того же дня банда делила куш в том самом марсельском ангаре. Альбертина отчитала Пьеру его долю, увесистую пачку 100-франковых купюр. «Ваша работа окончена, Пьер». «Свободны», — сухо бросила она, упаковывая оставшееся золото в дорожный саквояж. «Жан, Шарль, жду вас через месяц в Париже». Пьер молча забрал деньги, натянул кепку на глаза и вышел в сырую марсельскую ночь. В его кармане лежали сотни тысяч франков, но в душе горела обида. Его попользовали как ломовую лошадь. Кем она себя возомнила? Он шел по темной улице, пока не наткнулся на светящуюся будку общественного телефона-автомата. Пьер остановился. В его голове созрел план, дикий, мстительный и абсолютно циничный. Если он не может получить уважение этой женщины, он уничтожит ее. А заодно заберет и ее долю, когда ее арестуют. Пьер зашел в будку, бросил монетку в щель и набрал номер, который знал наизусть любой уголовник Франции, номер дежурной части Сюрте Националь. «Алло», — хрипло произнес Пьер, прикрывая трубку ладонью. «Позовите комиссара Леблана. Скажите, что звонят по поводу орхидеи». Спустя полминуты в трубке раздался уставший, но мгновенно включившийся голос комиссара Леблан у аппарата. «Говорите. Кто вы?» «Неважно, кто я, комиссар. Важно то, что ваш капитан-алжирец, которого вы ищете по всем борделям Марселя, это баба. Утонченная сучка, которая носит шмотки от Шанель и жемчуг». Леблан на том конце провода буквально задохнулся от неожиданности. «Что?» «Женщина. Это бред. Свидетели говорят». «Свидетели, идиоты, они видят то, что она хочет им показать», — зло ухмыльнулся Пьер. «Я не знаю ее имени, она шифруется. Но я знаю ее тачку. Прямо сейчас она едет в Париж на сером Peugeot 404 с фальшивыми номерами. Записывайте 742-XY-69. Обыщите машину, комиссар. И вы найдете там столько золота, сколько не видели за всю свою паршивую жизнь». Раздались короткие гудки. Пьер повесил трубку, вышел из будки и растворился в темноте, чувствуя себя победителем. Он не знал, что эта минутная слабость запустила обратный отсчет для всех них. Глава 9. Когда падает вуаль. Вторник в сентябре Жермин-Анле выдался на редкость солнечным. Мадам Альбертина Саразен возвращалась из элитной парижской парикмахерской. На ее заднем сиденье лежали коробки с покупками из галереи Лафайет, а в багажнике, скромно прикрытый старым пледом, покоился тот самый дорожный саквояж с леонским золотом. Она планировала перепрятать его в секретер сегодня вечером, пока муж будет на очередном банкете коллегии адвокатов. Альбертина свернула на свою улицу и мягко затормозила у кованых ворот особняка. Но то, что она увидела, заставило ее сердце пропустить удар. Возле ее дома стояли 3 неприметных черных «Ситроена» с правительственными номерами. Во дворе, прямо на ухоженном газоне, стояли несколько мужчин в серых плащах. А на крыльце, бледный как полотно, сидел ее муж Анри, обхватив голову руками.
Рядом с ним, заложив руки за спину, стоял комиссар Марис Леблан. Альбертина почувствовала, как внутри нее все сковал ледяной, расчетливый холод. Ее мозг мгновенно выдал 3 варианта отхода: сдать назад, протаранить ворота, бросить машину. Но было поздно. 2 оперативника в плащах уже перекрыли улицу сзади, держа руки в карманах. Она спокойно выключила зажигание, поправила шляпку с вуалью перед зеркалом, взяла крокодиловую сумочку и вышла из машины. Ее походка была такой же легкой и грациозной, как и всегда. «Анри, дорогой, что здесь происходит?» Удивленно спросила она, подходя к крыльцу. «Месье Леблан? Какими судьбами? Вы решили зайти на обед без предупреждения?» Комиссар Леблан посмотрел на нее. В его глазах не было триумфа. В них был дикий экзистенциальный шок пополам с глубокой человеческой болью. Он до последнего не верил. Когда по номерам, переданным анонимом, оперативники вышли на серый «Пежо», зарегистрированный на подставное лицо, но часто видевшийся в сентябре Жермин, Леблан думал, что бандит — это Анри Саразен. Он приехал арестовывать старого друга. Но обыск машины, который только что провели инспекторы, расставил все по местам. Один из оперативников подошел к комиссару, неся в руках открытый саквояж. Солнечные лучи ударили по матовым, золотым слиткам со швейцарскими клеймами. Из кармашка саквояжа сиротливо торчал блокнот с каллиграфическими математическими расчетами трафика Лиона и Ниццы. Анри Саразен поднял на жену глаза, полные слез и безумия. «Альбертина, скажи, что это неправда. Скажи, что они ошиблись. Откуда это в твоем багажнике?» Альбертина посмотрела на мужа. Затем на Леблана. Она поняла, что игра окончена. Пьеса сыграна, занавес опускается. И в этот момент ее кроткая маска идеальной буржуазной жены окончательно спала. Она выпрямилась, ее осанка стала королевской. Она медленно сняла черную вуаль, открывая лицо, и посмотрела прямо в глаза комиссару Сюрте. На ее губах заиграла та самая, леденящая, высокомерная улыбка, которую так хорошо запомнили управляющие 6 крупнейших банков Франции. «Ну же, Марис, не будьте таким занудой», — тихо, со своим фирменным бархатным акцентом произнесла она. «Не нужно так кричать, это портит цвет лица. Да, это мое золото. И это мои планы». Леблан сделал шаг назад, словно перед ним была гремучая змея. «Но как? Зачем, Альбертина? У тебя было все. Деньги, статус, любящий муж, прекрасный дом. Зачем тебе грабить банки?» Альбертина тихо, искренне рассмеялась, и этот смех заставил оперативников вздрогнуть. «Зачем? Марис, вы, мужчины, так глупы и предсказуемы. Вы думаете, что предел мечтаний женщины — это варить вам утку в апельсинах, обсуждать шляпки и покорно ждать вас с работы? Мне было смертно скучно в этом вашем идеальном, фальшивом мире. Мне нужен был масштаб. Мне нужен был вызов. И я доказала вам всем, вам, вашей хваленой полиции, вашим министрам, что одна женщина с логарифмической линейкой и пистолетом может поставить на колени всю финансовую систему Пятой Республики. Она протянула вперед свои изящные руки в белых лайковых перчатках. «Одевайте ваши наручники, комиссар». Вы искали мужчину, потому что ваш шовинистический мозг не мог поверить, что женщина способна считать быстрее ваших лучших детективов. Вы проиграли эту партию еще 2 года назад, когда приняли мою первую орхидею.
Через 3 месяца зал парижского суда будет забит репортерами до отказа. Альбертина Саразен, бандитка в жемчужном ожерелье, войдет в историю как самая дерзкая и утонченная преступница XX века. Она получит свой срок, но даже в камере строгого режима на ее столике всегда будет стоять свежая, ослепительно белая орхидея, тайный подарок от тысяч восхищенных женщин по всему миру.